Утро выдалось ясным, но в особняке Грейсона Хейла царила тьма. Солнечные лучи скользили по мраморному полу, но не могли согреть дом, где недавно звучал женский смех. В детской стояла тишина, тяжелее любой музыки. Грейсон сидел на полу в идеально выглаженном костюме с закрытым лицом и дрожащими руками. На коленях лежал младенец, его сын Лео, завернутый в красное одеяло. Ребенок дышал спокойно, не зная, что его мать умерла всего 3 недели назад, оставив Грейсона один на один с болью. Когда-то Грейсону завидовал весь город, компания, автомобили, пресса. Но после смерти жены Сары все это стало пустотой. Дом напоминал о ней каждым эхом, каждым запахом. Он нанял няню, Эмму, чтобы заботилась о Лео, потому что сам не мог даже взглянуть на сына, не чувствуя, как сердце рвется на части. Эмма видела многое: семьи, сломленные горем, отцов, не справившихся с утратой. Но Грейсон был другим. Человек, у которого была сила управлять тысячами, теперь не мог удержать собственную душу. Однажды утром Лео плакал без остановки. Эмма перепробовала все: колыбельные, кормление, тепло рук. Ничего не помогало. Тогда она решилась постучать в кабинет. За дверью тишина. Когда она вошла, Грейсон сидел, уставившись на стену с фотографиями. Улыбающаяся Сара, семейные праздники, прошлое, которое больше не вернется. «Мистер Хейл», — прошептала Эмма, — «ему нужен вы». Он не ответил, только тихо покачал головой. Но плач усиливался, и через несколько минут он не выдержал. Поднялся, пошел в детскую и впервые за неделю взял сына на руки. Крошечные пальцы Лео вцепились в его галстук, а тепло детского тела растопило лед, сковавший его сердце. Грейсон разрыдался, шепча имя Сары. С тех пор что-то изменилось. Он стал приходить к колыбели чаще. Сначала просто стоял молча, потом начал говорить, неловко, тихо, но говорил. Он наблюдал, как Эмма смеется с Лео, как легко она приносит свет туда, где была только боль. Но однажды ему позвонили из офиса. Кризис, долги, срочное собрание. Мир, от которого он бежал, снова требовал его. После разговора он упал на колени в своем кабинете, разбрасывая бумаги, и прошептал: «Я не могу быть ею, я просто не могу». Позже Эмма нашла его в детской, с сыном на руках, и тихо сказала: «Вам не нужно быть ею, мистер Хейл. Вы просто должны быть его отцом». Эти слова пронзили воздух, словно свет сквозь шторм. Никто никогда не говорил ему этого. Все ожидали, что он будет сильным, что он забудет боль и вернется к работе. Но Эмма дала ему право быть слабым и, наконец, живым. Она добавила: «Вашему сыну не нужен идеальный отец. Ему нужен вы, настоящий». С тех пор Грейсон изменился. Он стал кормить Лео, гулять с ним по саду, смеяться, когда тот хватал его за волосы. В доме снова звучали шаги, смех, дыхание. Через год он создал фонд имени Сары, помогавший больным детям. Когда журналист спросил, зачем он это сделал, Грейсон ответил: «Потому что любовь — это единственное, что мы можем оставить после себя». Он посмотрел на Эмму и улыбнулся, впервые по-настоящему. Иногда, чтобы исцелиться, достаточно одного человека, который тихо скажет то, чего мы боялись услышать. Ты не должен быть кем-то другим. Ты уже достаточно.